Здравствуй, YouTube! Здравствуйте, Академия Смеха. Свежайший ролик. Попробуй не засмеяться. 777% проиграют. 574 секунды смеха. Подборка приколов, смешные видео. Зачем вы пишете, господи, такие длинные названия? Академия Смеха. Для прикола. Неважно, короче, всем хорошего настроения. Спасибо за лайк, спасибо за комментарии. Мы просто двигаемся, просто летим вперед. Ни шагу назад. Напоминаю, в сентябре будет разрывная в виде заброшек. Начинается цикл заброшек, так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Hard Insight для того, чтобы не пропустить эти прекрасные съемки. Да, и чтобы всегда знать, когда что выходит, где что выходит и когда можно посмотреть эксклюзив. Поехали. Видал? Я рапанулся буквально. Понял? Понял. Я, короче, видел машину, у нее боковые стекла есть, а лобового нет на МКАДе. И, ну, чуваки, понятно, там развлекаются, там ноги закинули, еще что-то. То есть, в принципе, как бы тоже кондиционер. Зачем боковые стекла выбивать, когда можно выбить лобаш? Гениально, молодцы. Блин, я знал, что они просто ушли в подполье. Понимаете, чтобы их не искали, они спрятались, господи. Ты поворачиваешь направо, а там это черепашки-ниндзя. Короче, бомжа какого-то. Это же черепашки, мать его, ниндзя. Мне теперь только один вопрос, где Эй прилонил. Сиськи, 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 край. Где эта прекрасная, красивая женщина, по-моему, рыжеволосая, если я не ошибаюсь, да, потому что я знал, что Рафаэль выжил, я знал, что кто-то из них, несмотря на то, что Сплинтер, он крыса, их всех сдал, Рафаэль просто маскируется и ходит теперь вот в таком вот обличии. Я знал, что он выйдет в свет и докажет, что черепашки-ниндзя есть. Молодец. Это как? Из Атаки Титанов напоминает этого. Как у бывшей! Тихо. А как это? Подождите. А как он это делает? А как теперь спать ночью? Что это такое? Гиперфункции челюсти. Да, вот такой вот бандуру. Да, я даже когда в КС-ку играю, и то не такие. Хоть да, очень часто, да, приходится, как говорится, пригубить. Да, с такими тиммейтами и с такими руками. Но не такие, не, это перебор, это перебор. Да, все теперь знают, что гиперфункция сустава это, да. Патрик! Надо себе такой купить. Это когда любишь свою работу. Это когда просто ее обожаешь. Короче, вот прям кайфуешь от работы, когда пришел, в 7 утра встал. Весь такой красивый. Потолкался в метро, потолкался в пробках. Потом опять в метро, потом опять в пробках. Потом пришел на работу, а там тебе... Доброе утро. Пошел на... Поехали. Да, и вот после этого, вот, пожалуйста, что получается. Вот, пожалуйста. Вам говорит, как, взбить или так отдать? Да? У меня, говорит, образование высшее толчково-долбежное. Пожалуйста. Что это такое? Прикинь, а ты на трапе, короче, поднимаешься. На трапе, короче, в самолет поднимаешься, чувак просто стекло заклеивает скотчем. Один из зарегистрированных пассажиров, подъехав к трапу самолета на автобусе, вместо того, чтобы подняться на борт, убежал. Как мышиный глазик. Смех-то такой-то. Орео. Ну что? Что? Нравится мне мороженое Орео. Я что сделаю? У тебя, кстати, какое любимое мороженое? Эскимо, пломбир или пожилой рожок? А? Вот это вообще непонятно как. Что за два в одном?
这个在网上很火啊，我见过啊。 Блин, на самом гениально, это корги, это 100% корги, вот по жопе вижу корги. У них не то, не так. Знаете, кто этот ролик хотел очень сильно промотать? Знаете, кто? Чат догадается, кто? Давайте я вас натолкну. Владельцы какой марки автомобиля очень знаком этот значок? Нормальную машину на 3 буквы не назовут. Я? Вот, не даст соврать. А что такое? Что-то все пишут одинаковое. А что такое? Нет, потом скажут, что я якобы предвзято отношусь. Да, у меня две моих любимых марки. Это BMW и Lada, естественно. Да, про форсунки не забыли, да, еще, я надеюсь? Скоро еще одну историю расскажу. Один раз в жизни такое видел, когда в охране работал. Правда, там на стуле с переходом легким таким на стол было. Лет, наверное, 40 с копейками было мадаме. И вот примерно то же самое. Мы стояли просто всем вот всем коллективом на это смотрели. И в принципе, если бы на тот момент существовал мой любимый партнер, да, оранжевый, вот этот вот, то мы бы поставили только на одно. Сломается, не, на два, не, на три. Поставили бы на то, что сломается сначала стул, второе, сломается сначала стол, или просто она сломается. Да, кстати, ссылочка есть в первом закрепленном комментарии. Можете перейти, чекнуть. И спасибо, господи, всем, кто зарегался. Просто даже зарегался. Спасибо вам, люди добрые, за поддержку. Как говорится, заброшки сами себя не сделают, да. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. Да, там фрибет, там можно забрать, там все остальное. Там вы все знаете, да. С косичками. Как ты любишь. Да ладно. Слышь, ну это вообще просто, это уровень. Я, конечно, все понимаю, но это уже все, это уже перебор. Это просто вот. Это, ну реально. Вот это реально на стиле. Я говорил, азиаты в стиле шарят. Ты часто выпиваешь на посиделках? Нет, у меня с ногами проблемы. Опухают? Нет, раздвигаются. Чемодан, вокзал и на родину. Чемоданом за дверь. Все, я знаю, куда мне надо. Я знаю, куда мне надо. Все деньги, которые вы вот донатите на платные подписки. Все, я нашел свою мечту, все. Я еще такой, главное, говорю. Блин, поеду в Таиланд. Поеду в Таиланд, мечтал посетить Таиланд, просто Таиланд, не вот этот Пхукет, да, ну, естественно, и туда, конечно, надо заглянуть, вот, просто мечтал как бы заглянуть, так скажем, в жизнь, да, вот, Таиланда, вот, и, вы знаете, я теперь знаю, куда я пойду, да, кстати, ссылочка на Бусти есть снизу в описании, открывает доступ ко всем фильмам и аниме, и инсайдерской инфе, и про гонки там все будет, и про заброшки, то, что, ну... Все как вы любите, да. Так что спасибо всем, кто подписывается. Все эти денежки будут собирать на Таиланд. Да, спасибо. Ты там был? Где я был? Расскажешь мне. Ни разу не был. С ума сошел. Я, кстати, вообще в Азии нигде не был, на самом деле. Вот это... Почему у меня такого нет? Эй, алло! Где я? Где? Почему после стрима у меня нету своего бассейна в студии? А у меня есть место. У меня есть место. Почему я не могу просто взять, сделать свой бассейн? Как побороть лень? Не знаю. Иногда мне так лень ставить чайник, что я просто иду за пивом. Вопрос к девушкам. Объясните мне, в чем кайф этого Дайсона? Бросишь своего парня за Дайсон? Да, конечно. Можно забирать? Зачем? В чем?
Вот почему наравне с айфоном вот эта вот тема началась про Dyson, про вот эти вот фены. Это вообще, вот объясните мне, там что там может столько стоить? Только не надо сейчас вот это, Лешенька, ну там такие насадочки, они так подвивают и подкручивают, и волосы становятся шелковистые, и такие 60 сколько? 80 тысяч? 80 тысяч? Нам такое не надо. Вот, взял вот так вот сделал, смотрите, показываю вот так вот. Вот так. И они у вас воздушные. Понимаешь, вот так вот. Вон, видишь, какие воздушные? Вот так вот. Да, так, кстати, все мужики делают. Да, и не надо, экономия. Вот это реально можно немножечко под это. The hell are you doing in there? Gooch. What are you doing? Блин, я вспомнил, у меня, короче, в Мурманске, не в Мурманске, в Полярном, в городе, в Мурманской области, вот так же кошка промеж рам сидела. Я никогда не понимал, в чем прикол, и самое главное, я ни разу не видел, как она оттуда выбирается. Рамы старые такие, широкие, ну там ей комфортно, удобно было, и она, короче, сидела постоянно там. Но как она туда попадает, это полбеды. Ну, типа, через, у нас форточка была всегда маленькая такая открыта. Но как она, мать его, оттуда вылезает, вот это другой вопрос. Как они это делают? Ну, хотя, зная то, что они жидкость, типа, все кошки, ну, вопросов у меня нет. You're so squeezed in there like that. А он мини-стаканчик тоже дал? Да, мы, кстати, сейчас как раз в Lord of the Rings про это Морию будем играть. Новинка только сегодня вышла. Вот вы реально путанули. Ты прикинь, что здесь вообще в игре бывает. Можете тоже на канал обязательно загружу, посмотреть, да. Там тоже про... Блин. Патовая ситуация. Чат, помогайте. Там тоже про низкорослых людей. Я, кстати, сам тоже невысокого роста. Полтора года уже отсидел просто. Кстати, есть доказанный факт. Типа, если мужик убирает храп, вот долго, допустим, пара вместе находится, постоянно там спят вместе и так далее. Типа, если храп пропадает, то потом девушка уснуть не может. Не знаю, правда или нет, но говорят, что это правда. Правда. Я слышал такую тему. Да, говорят, верни храп. Давайте, говорит, нос назад сломаю, чтобы храп вернулся. Что? Ну что, ну правда есть такое. Реально есть. Блин, это очень круто. Мне надо тоже такой себе купить. Это как? Я вам серьезно. Это просто как? Вот это как? Как он так держится? Что такое выпить на пасашок? Сейчас расскажу. На самом деле до нас дошла только 10-я часть народной мудрости. Как мы знаем, такую рюмку пьют перед выходом из гостей. Но на самом деле прощальные рюмки стоит пить в следующей последовательности. Застольная в знак уважения к тем, кто остался. Подъемная при покидании стола. Так, записываем в наш блокнот. Так.
стола. На ход ноги, Ага. движение от стола. Запорожская при переходе за порог помещения, в котором проходит застолье. Придворная при выходе на двор. На пасашок вручали посох и ставили на него рюмку. Если гость проливал вино, ронял рюмку или не доносил напиток до рта, его полагалось оставить ночевать в гостях. Стременная, прежде чем человек поставил ногу в стремя. Сидельная, за то, что поднял. Вы в курсе, что у нас, я вам говорил, то, что мне недавно, я пошутил про пиво, когда вот это вот про греночку, про пиво, помните, был мемас у нас в телеге? Человек был закодирован 2 года. Мне жена этого человека написала целую статью. Культурно. Ну, конечно, на грани, но она написала. Она говорит, я Вас уничтожу. хотела бы вас, так скажем, предостеречь, то есть от таких шуток, потому что человек, все, он раскодировался. То, говорит, как вы описали, как вы в Беларуси употребляли пенное, говорит, все, он дальше продолжит. Ребят, не надо, я просто делюсь, так скажем. Даже если, понимаете, в холодный, такой слегка запотевший, знаете, бокал, немножечко, так скажем, налить какого-то напитка, да, я не знаю, конечно же, какого, взять греночку, только не просто покупную, а с чесночочком, знаете, вот так вот немножечко натереть, взять пакетик и вот так немножечко покултыхать, да, хренчик-то с хреном, и чесночок сам натер. Чесночок добавил туда в пакет в обычный, вот так вот перемешал, чтобы, знаешь, прям, чтобы прям огонь оттуда, понимаешь, шел, чтоб огонь. И вот ты вот, когда вот ее в рот кладешь, вот так вот, и потом, знаешь, вот так вот бокал берешь, а оно, понимаешь, оно как бы холодом уже заранее, то есть оно как бы тушит этот пожар, понимаешь? И ты вот так вот начинаешь, вот так вот, да? И происходит обволакивание, понимаешь? Оно такое, как будто густое, понимаешь? То есть оно прям проваливается. Да. Что? Поднялся в седло. Нормально. Приворотная перед выездом за ворота, заворотная за то, что все-таки сумел выехать. Было интересно? Подписывайтесь и приезжайте на мои экскурсии в Суздаль. Блин, я раз вот так вот об полку высадился, об угол так жестко. У меня такие 2 пятна черных в глазу, знаешь, пошли такие. Причем они такие, знаешь, такие плавно такие пошли справа налево. Тоже резко встал, голову поднял, что-то у меня упало со стола. И бах, просто об угол темечком. И такой, знаешь, 2 такие пятна черных. Я думал, это я к апостолу Петру уже на прием попал. Нет, нормально. Нет. Так топ-7 песен по версии твоего бати. Вот сейчас не надо про Талькова. У него прекрасные песни, так что давайте не будем. Я, между прочим, Игоря Талькова слушал, еще малой был, у меня кассета была. В этом вечер не со мной осталась ты. Плод шумит над речной волной. Растает лед в трущобах городских. Наяривай гитара семиструнная, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Ведь на пруду гоняет запавшую звезду. Что? Не знаю ни одной. Ну что? Что? Нормальные песни. Я не знаю, откуда я их знаю, но... Ну что, нормально спел. Я старался. Ой, слеза потекла. Да. Эй, девочки, я плачу. Ой. Ну что, ну нормально. Я старался. Какого? Так, нормально. Какой скуф? Что скуф? Просто красивые песни. От души спет. У меня, правда, голоса нет, ну ничего. Нормально, поехали дальше. ДДТ где? А где Цой? Где ДДТ? Вот он. Лежит. А хабиби! Но это лучше.
вот это, я считаю, это вот, знаете, пик стиля. То есть как будто бы у тебя очки всегда с тобой. В принципе, чтобы их не забывать. Но я считаю, что вот это вот вообще топ. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. На колокольчик, чтобы не пропустить новое. Да ладно мне расскажешь, вот как надо, смотри. Делай подписку и... короче, подпишись на канал и напиши комментарий. И окажется вот здесь. Вот здесь, короче, окажется, Леха намонтирует. Все, давай. Не скучай, не грусти, говорит, как говорится, да, а то писюн не будет расти, давай.